Шотландия. Самое начало XIX века. Александр Форсайт служит приходским священником в Белхелве. В свободное время он охотится на уток. Раннее утро. Над водой висит туман. Стая совсем близко. Форсайт поднимает ружье, целится, нажимает на спуск. Щелк. Порох на полке вспыхивает у самого лица. Только после этого срабатывает заряд в стволе. Задержка длится совсем недолго, но утки хватает. Пока ружье собирается выстрелить, птица успевает нырнуть или подняться с воды. И так происходит снова и снова. Хороший охотник промахивается еще до того, как из ствола вылетает дробь. Его собственное оружие предупреждает добычу о выстреле. Форсайта это раздражало настолько, что он решил переделать сам принцип воспламенения. Через несколько десятилетий решение, которое он искал ради охоты, окажется на армейских ружьях. Всем привет! Вы на канале «Оружие от А до Я», где мы говорим об оружии и людях, чьи жизни оно изменило. В этой серии продолжаем эволюцию ружья. Для своего времени кремневое ружье было удобным и достаточно простым. Кремень высекал искру, она поджигала порох на полке, а огонь через небольшое отверстие добирался до основного заряда. Такое оружие можно было выпускать тысячами и вручать обычному пехотинцу. Но у системы оставалась одна старая проблема. Порох лежал снаружи. Он мог отсыреть. Иногда искры просто не хватало, и стрелок после нажатия на спуск получал только вспышку и дым. Осечки случались регулярно. По некоторым оценкам, примерно 1 выстрел из 5 мог закончиться именно так. А перезарядка и без того занимала много времени. В бою человек мог потратить полминуты на подготовку ружья, поднять его, нажать на спуск и получить только дым. Форсайт хотел убрать источник проблемы целиком. Ему требовалось что-то, что могло сработать от удара. И такие составы уже существовали. Оставалось приспособить их к оружию. В 1807 году Форсайт запатентовал собственный механизм. На ружье стоял небольшой вращающийся флакон. За форму его потом прозвали парфюмерным. Флакон отмерял маленькую порцию ударного состава и подавал ее к затравочному отверстию. Курок бил по смеси. Следовал взрыв. Огонь сразу уходил внутрь ствола. Для охотника это было именно то, чего не хватало кремневому ружью. Исчезала та самая короткая задержка, за которую утка успевала уйти. Военные тоже заинтересовались. Форсайта пригласили работать над конструкцией в лондонском арсенале. Правда, продлилось это недолго. Руководство сменилось, а новый механизм сочли слишком рискованным для главного оружейного центра страны. У Форсайта был и другой вариант. Наполеон предложил ему 20 тысяч фунтов за переезд во Францию вместе с изобретением. Форсайт отказался. Проблема заключалась в другом. Его механизм работал, но армии почти не подходил. Ударный состав требовал осторожного обращения. Сам флакон был сложным и дорогим. Хороший охотник мог позволить себе поставить такой механизм на любимое ружье. Государству требовалось вооружить десятки тысяч солдат. Ему нужна была вещь дешевле и проще. Когда-то проблему ружейного замка помогли решить часовщики. Теперь за оружие взялся художник. Джошуа Шоу зарабатывал живописью, писал картины в Англии, позже перебрался в Америку. Именно он нашел простой способ избавиться от флакона Форсайта. Шоу спрятал ударный состав внутрь маленького медного колпачка. Колпачок надевался на небольшую трубку у ствола. Курок ударял сверху. Вспышка сразу попадала к основному заряду. Так появился капсюль. Маленькая медная деталь решила старую проблему. Воспламеняющий состав теперь находился внутри закрытого колпачка. Открытая полка с порохом больше не требовалась. Исчез и дорогой вращающийся флакон Форсайта. Шоу утверждал, что придумал свой капсюль еще в Англии в 1814 году. С патентом он не торопился. Форсайт все еще контролировал права на использование ударных составов в оружии, и Шоу опасался суда. Свой патент он получил позже, уже в Америке. Похожие решения в то время пробовали разные мастера, но капсюль оказался достаточно дешевым и удобным, чтобы выйти за пределы мастерских богатых охотников. В 1830-х годах новую систему начали принимать европейские армии. И тут выяснилось еще одно преимущество. Для перехода на капсюль не обязательно было выбрасывать старые ружья. Оружейник переделывал замок, а ствол и приклад могли остаться прежними. Для армии это означало огромную экономию. Вместо покупки десятков тысяч новых ружей можно было переделать те, что уже лежали на складах.
К началу 1840-х годов в Соединенных Штатах выпускали оружие, которое изначально проектировали под капсюль. Меньше чем за полвека идея, появившаяся из-за неудачной охоты шотландского священника, дошла до армейских арсеналов. Но самое интересное произошло с оружием, которое солдат держал одной рукой. Револьверы пытались сделать и раньше. С кремневым замком конструкция получалась неудобной. Рядом с несколькими зарядами приходилось держать открытый порох. Для многозарядного оружия это было плохим соседством. Капсюль сильно упростил задачу. Теперь каждая камера могла получить собственный маленький воспламенитель. В 1836 году молодой американец Сэмюэл Кольт патентует револьвер, в котором взвод курка поворачивает барабан и подводит следующую камеру к стволу. По легенде, идея вращающегося механизма пришла ему еще в молодости, когда он служил юнгой и наблюдал за корабельным штурвалом. Сегодня фамилия Кольт почти автоматически ассоциируется с револьвером. Тогда все выглядело гораздо хуже. Первые револьверы продавались плохо, компания Кольта разорилась. Казалось, покупателям просто не нужно оружие, которое позволяет сделать несколько выстрелов подряд. Потом появились люди, которым оно оказалось нужно очень сильно. Техасские рейнджеры воевали с команчами. Опытный воин мог выпустить несколько стрел за то время, пока противник пытался заново зарядить обычный однозарядный пистолет. После первого выстрела человек с таким оружием на несколько секунд почти выпадал из боя. С револьвером Кольта все происходило иначе. Рейнджер стрелял, снова взводил курок, барабан поворачивался. Следующий заряд уже стоял напротив ствола. Не нужно было заново заряжать оружие после каждого выстрела. У человека в руке оказалось несколько готовых выстрелов подряд. Капсюль сделал многозарядный револьвер действительно практичным, но для обычного пехотинца готовилось изменение еще серьезнее. Причем начиналось оно с технологии, которая была намного старше самого капсюля. Нарезной ствол знали уже несколько столетий. Внутри такого ствола шли винтовые канавки. Пуля цеплялась за них, начинала вращаться и летела гораздо устойчивее. Стрелять можно было заметно точнее. Казалось бы, зачем тогда армии вообще продолжали пользоваться гладкоствольными мушкетами? Ответ находился в нескольких сантиметрах свинца. Чтобы пуля получила вращение, она должна была плотно войти в нарезы. Настолько плотно, что ее приходилось с усилием проталкивать по стволу шомполом. А после нескольких выстрелов внутри оставался нагар от черного пороха. И без того тугая пуля шла еще тяжелее. Получался неприятный обмен. Хочешь точность – мирись с медленной перезарядкой. Для охотника это терпимо, для солдата, который должен стрелять снова как можно быстрее, уже хуже. Почти 300 лет оружейники знали, что нарезной ствол стреляет точнее, но не могли сделать его таким же удобным в заряжании, как обычный мушкет. В 1826 году французский офицер Анри Гюстав де Львинь предложил решение. Он сделал пулю немного меньше ствола. Теперь ее не приходилось проталкивать через нарезы, она свободно опускалась вниз. А у самого дна ствола находилась более узкая пороховая камера. Пуля ложилась на ее край. После этого солдат брал шомпол и несколько раз сильно бил по пуле сверху. Мягкий свинец расплющивался в стороны и входил в нарезы. Идея была умной. Сначала пуля проходит по стволу свободно, только в самом конце ее делают достаточно широкой для нарезов. Но возникла новая проблема. Каждый солдат бил по шомполу немного по-своему. Пуля мялась. Ее форма менялась еще до выстрела, а вокруг узкой камеры быстро скапливался пороховой нагар. Ружье стало проще заряжать, но решение все еще было грубым. Через несколько лет другой французский офицер, Луи Этьен Тувинен, попробовал сделать процесс аккуратнее. В центре казенной части он поставил небольшой металлический стержень. Пуля опускалась на него. Солдат несколько раз ударял сверху шомполом, и стержень заставлял мягкий свинец раздаваться в стороны и входить в нарезы. Работало лучше, но посмотри, что все еще должен был делать стрелок. Опустить пулю, попасть ею на стержень, несколько раз ударить шомполом с нужной силой, а потом надеяться, что пуля деформировалась правильно. Оружие по-прежнему требовало от солдата вручную подготовить пулю к работе. И тут французский капитан Клод Этьен Минье задал гораздо более интересный вопрос. Зачем вообще заставлять солдата расширять пулю? Пусть это сделает сам выстрел.
В 1849 году появляется пуля Минье. Она была вытянутой и немного меньше канала ствола. Поэтому солдат мог легко опустить ее внутрь, даже если после нескольких выстрелов там уже скопился нагар. А в основании пули находилась глубокая полость с небольшой железной чашечкой. Солдат нажимал на спуск, капсюль воспламенял порох, газы ударяли в основание пули и вдавливали чашечку внутрь. Мягкий свинец расширялся, пуля входила в нарезы и только теперь начинала вращаться. Самое важное происходило уже после нажатия на спуск. Солдат больше не забивал пулю в нарезы, за него это делали пороховые газы. То, над чем оружейники мучились несколько столетий, теперь происходило внутри ствола за долю секунды. Но даже у Минье конструкция еще не закончила меняться. В том же 1849 году в американском арсенале Харперс Ферри с этой пулей работал Джеймс Бёртон. Он посмотрел на железную чашечку внутри и решил, что она лишняя. Если правильно подобрать форму полости, давление газов сможет расширить сам свинец без дополнительной детали. Так и получилось. Пуля стала проще. Ее было дешевле делать миллионами. В 1855 году американская армия принимает вариант Бёртона, и именно такие расширяющиеся пули станут одним из самых характерных боеприпасов времен гражданской в Соединенных Штатах. Теперь все наконец сошлось. Капсюль давал надежное воспламенение, а расширяющаяся пуля позволила обычному солдату пользоваться преимуществами нарезного ствола, не превращая каждую перезарядку в борьбу с шомполом. Для человека на поле боя это меняло очень многое. Представь пехотинца начала 19 века. Впереди стоит вражеская линия. Он идет к ней вместе со своим подразделением. До противника еще несколько сотен метров. Раньше на таком расстоянии гладкоствольное оружие представляло куда меньшую угрозу, поэтому солдаты могли довольно долго двигаться вперед плотным строем. Самая опасная часть начиналась намного ближе. С нарезным капсульным ружьем это расстояние резко выросло. Теперь атакующую пехоту можно было обстреливать с дистанции, на которой человек впереди еще плохо различал лица противника, а пули уже доставали его строй. И старая тактика оказалась в очень неприятном положении. К началу 1860-х годов такие ружья массово использовали обе стороны гражданской в Соединенных Штатах. От этого противостояния сохранилась вещь, которая выглядит почти неправдоподобно. 2 свинцовые пули Минье. В декабре 1862 года под Фредериксбергом их выпустили солдаты с противоположных сторон. Пули встретились в воздухе практически лоб в лоб. От удара мягкий свинец сплющился, и 2 пули остались соединены друг с другом. Сегодня они хранятся в Смитсоновском музее. Вероятность такой встречи кажется ничтожной, но она хорошо показывает, сколько свинца тогда находилось в воздухе. При этом командиры все еще посылали людей вперед плотными линиями. Так учили десятилетиями. Но оружие, напротив, уже было другим. Одним из самых известных примеров стала атака пикета под Геттисбергом. Пехоте пришлось пройти большое открытое пространство под огнем обороняющихся. Раньше значительную часть такого пути солдат мог преодолеть до начала действительно точной стрельбы. Теперь зона опасности начиналась гораздо раньше. Люди выбывали из строя еще на подходе, когда до штыкового столкновения оставалось далеко. Несмотря на очевидные проблемы старой атаки, от нее не отказались сразу. Тактика вообще редко меняется так быстро, как оружие, но цена привычных решений стала гораздо выше. По некоторым оценкам, около 0,9 боевых поражений в гражданской в Соединенных Штатах приходилось на стрелковое оружие. И здесь важно не приписывать все одному капсюлю. Сам по себе маленький медный колпачок не сделал ружье дальнобойным. Он сделал выстрел надежнее. А расширяющаяся пуля, наконец, позволила превратить старую идею нарезного ствола в практичное оружие обычного пехотинца. Человек получил ружье, которое можно было достаточно быстро зарядить и уверенно использовать на гораздо большей дистанции. Но у него все еще оставалась одна проблема. После каждого выстрела солдат снова начинал почти с самого начала. Он засыпал порох, отправлял в ствол пулю, отдельно ставил новый капсюль. Хорошо обученный пехотинец успевал сделать примерно 3 выстрела за минуту, и это стоя. Попробуй выполнить ту же последовательность лежа, когда ружье приходится держать рядом с землей.
Оружие стало надежнее и точнее, но каждый новый выстрел солдат все еще собирал вручную прямо перед тем, как его сделать. Оставался последний очевидный шаг – заранее соединить заряд и пулю с воспламенителем, чтобы человек мог взять один готовый боеприпас и отправить его в оружие. Когда это получится, ружье снова изменится, а это уже другая история. Подпишись, тут интересное об оружии.